Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как можно сплести вот такого макраме человечка, в котором мы используем аж 4 различных узла. Давайте вместе со мной проговорим, какие это узлы. Я думаю, даже неопытный макраме мастер заметит, что вот здесь у нас идет цепочка из квадратных, да? Я сейчас, наверное, по степени сложности буду говорить. Вот это получается, мы должны уже знать точно, как плести. Далее на ручках у нас используется такой узелок, который носит название у нас капуцин, но он тоже простой. Далее у нас вот такой вот узел, который называется листик на ножках. И такой завершающий, более сложный, этот узелок, из которого сделана голова, называется обезьяний кулак. И я вам рекомендую, если вот вы не пробовали плести обезьяний кулак просто так, попробуйте, пожалуйста, сплести его. Я ссылку оставлю на видео под этим видео, и также здесь подсказку включу. Просто попробуйте, ладно? Договорились. Также я буду использовать шнур 5 миллиметров. Вот получается тело сделано из него, потому что он толстый и намного проще это делать. Когда вы наловчитесь, можете воспользоваться потом шнуром меньшего, да, диаметра. И вот здесь у меня тельце сделано шнуром 4 миллиметра, так как здесь простые узлы. И поэтому можно выбрать хоть 3, хоть 4. Давайте приступим и начнем плести. Начинаем мы с головы, с узла обезьяний кулак. Смотрим, как он плетется. Берем шнур 5 миллиметров у меня, отрезаем 1,20 м где-то, чтобы нам точно хватило. Я вот складываю напополам для начала. И еще для того, чтобы голова у нас была такой плотненькой, возьмите какую-нибудь бусинку, либо что-нибудь кругленькое, либо квадратненькое. Потом узнаете для чего. Так, сложили мы напополам. И вот сейчас где-то сантиметров 30 от сложенной вот этой середины отступаем и начинаем плести наш обезьяний кулак. Надеюсь, что вы посмотрели, как он плетется. Берем 2 пальца и делаем намотку. 1, 2, 2. И вот это будет нашей 3-й намоткой. Сейчас мы будем делать горизонтальную намотку, но для этого сначала положим какой-нибудь вот квадратненький элемент. Можете не класть, но тогда будьте аккуратны, да? Но я все-таки попробую положить и посмотрю, чтобы все-таки поустойчивее была голова. Смотрим. И сейчас мы будем наматывать вот сюда. Опять же 3 раза. 1, 2 и 3. Вот он 3-й. Так, сейчас мы пойдем вовнутрь, то есть придерживая, проводим шнур сюда, провели, и вывести нужно внизу. Так, это будет наша первая намотка. Опять проводим. То есть каждая по 3 у нас должна быть намоточка. 1. 2. И 3. Все делаем, вот видите, аккуратно, постепенно, чтобы нигде не пересекалось ничего. Вот 3 намотки. Сейчас нужно затянуть, и мы должны с вами вспомнить, где мы начинали. Нам легко вспомнить, потому что у нас нить вот есть выходящая. То есть вот тут мы начинали, мы здесь можем подтянуть и посмотреть, что вот эта нить идет сюда. Мы ее подтягиваем. Далее она у нас выходит вот здесь, и мы ее начинаем затягивать и подтягивать постепенно, равномерно и постепенно.
Здесь у нас нить куда-то ушла в другое место. Так. Здесь вот. Сюда. И сюда. Ну вот, я затянула. У нас получилась с вами голова. Поздравляю. Поздравляю. Чуть-чуть сюда вот перетянем. Можете еще раз как-то пройтись, подтянуть. Тут все между собой пересекается, поэтому вы не потеряетесь, ничего страшного тут не произойдет. Остатки у меня, конечно, внушительные, но ничего. Далее давайте мы с вами возьмем наш отрезок хлопкового шнура. Я отрезала около 70 сантиметров. Сложим тоже напополам. И сейчас будем плести наши тельце, но начнем, голову оставляем снизу, а начинать будем вот отсюда. Мы потом сможем его легко подтянуть. Начинаем классическим квадратным плетением, то бишь делаем сначала петлю слева, потом нить сюда продеваем. Если это плетение вам тоже не знакомо, рекомендую перейти на видео мои онлайн-курса, отдельный плейлист, ссылка тоже будет под видео. Либо просто повторяйте за движением рук, если не знакомы. Опять петельку создаем и сюда еще. Тут тельце, конечно, зависит, это уже полностью от вас, какое вы захотите создать, какого размера. Вот здесь у меня, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 квадратных узелков. Раз, два, три, 4. Например, когда мы поняли, что нам хватит, мы можем их просто подтянуть поближе, потом расслабить. Ну вот. Смотрим. Проверяем, чтобы все было так, как мы хотим. Угу. Сейчас нужно будет создать нам вот эти вот ручки. Смотрите, как их можно создать. Мы сгибаем конец и продеваем вот таким вот образом. Вот, это был бы у нас простой узелок, а нам нужно еще одну такую провести. Видим? Провели как бы 2 раза. И сейчас нужно просто подтянуть на том уровне, на котором мы хотим, чтобы у нас ручка была. Вот, например, вот это. Получилось таких 2 накруточки. Еще раз. Сгибаем. Проворачиваем 1 раз. И 2 раз. Оп. Видим? И также пытаемся создать ручки одинаковой длины. Оп. Все. Отрезаем. Так, голова, туловище, ручки созданы, остались ножки. Ножки у нас могут получиться не с первого раза, так что вы наберитесь терпения, потому что тут не самый простой узел. И для ножек мы перевернем нашего человечка опять вот таким образом. Ссылка на этот непростой узел тоже будет у вас тут в подсказках, и под видео я оставлю, потому что все они у меня разобраны по узлам, да, а тут человечек собрал себе все. Так, смотрите, мы складываем нашего человечка и отмеряем где-то вот столечко и начинаем проводить вот такую вот операцию. Следим за моими руками. Так, подтягиваю.
Вот видите, я обвела нить, теперь я обвожу нить, которая петлю создает, вывожу ее опять сюда и подтягиваю. Теперь опять обвожу нить и еще раз. И здесь вот тоже можно сколько раз сделать? 3, либо, ну вот, 3 раза. Видите, раз, два, три, раз, два, три. Вот это будет последняя, я ее вывожу. И сейчас, получается, я потяну за вот эту вот ногу и ногу, за вот эту вот нить. И смотрите, у меня получается, что все затянулось. Видим? Ну и нога, в принципе, нам подходит. Так что я могу отрезать. Сейчас усложняется операция, потому что нужно создать на таком же уровне, на такой же длине вторую ногу. То есть создаем опять петельку и начинаем. Если не получится с первого раза, то я буду, конечно, переделывать. И начинаем. Завели. Сюда. Потом сюда. И тоже обязательно 3, да, у нас должно быть, потому что если будет больше, то одна нога будет казаться больше. Выводим. Так, и сейчас тянем, потянем. Ура! Ножки на одном. Да. Если у вас не получилось с первого раза, прошу вас, попробуйте еще раз, потому что у меня тоже с первого раза не получалось, когда я делала этого человечка. Вот смотрим. Ура! У нас получился человечек. Напишите в комментариях, было ли вам понятно, как я объясняла, с какими узлами вы справились на ура, какие у вас узлы вызвали сомнения, недоверие, и вы переплетали их несколько раз. Я очень рада, что вы посмотрели данный мастер-класс. Подписывайтесь на канал, потому что у меня выходят довольно часто мастер-классы. Я вас научу макраме, мы с вами познакомимся. И желаю вам всего самого хорошего, а главное, ровненьких узелков. Давайте, пока-пока. Встретимся в следующем видео.